Всем привет, садоводы и огородники моего канала. Сегодня я буду прореживать и пересаживать свою свеклу и решил, естественно, показать и вам. Может быть, кто-то что-то новое узнает, а если новичок, то вообще это видео будет ему полезным. Итак, перед тем, как прореживать свеклу, ее необходимо обильно полить. Свою свеклу я буду сажать на грядку, где у меня росла рассада капусты. Естественно, ее уже нет и место пустует. Вот на этой грядке у меня росла рассада капусты, я ее уже перекопал, и, естественно, ее необходимо после рассады капусты хорошенько удобрить. Значит, на 1 квадратный метр земли я добавляю пол-литровую банку золы. Зола очень хорошо защищает наши растения от вредителей, и плюс это очень хорошее калийное удобрение. Теперь я сюда буду добавлять очень хорошее удобрение гуми-оми. Это органическое удобрение, уже я им пользуюсь не один год, и результат себя оправдывает. Вот так выглядит это удобрение, и теперь я его высыпаю в руку и равномерно разбрасываю. Расход такой 70 грамм на 1 квадратный метр. Вот так вот аккуратно, равномерно разбрасываем это удобрение. Теперь я сюда обязательно внесу еще одно удобрение. Добавлю я сюда обязательно одно ведро 10-литровое перепревшего навоза. То есть расход такой: перегноя 10 литров на 1 квадратный метр. Высыпаем это ведро сюда и равномерно разравниваем по поверхности земли. После того, как мы внесли все удобрения, я обязательно перекопаю. Но перекапывать я буду в пол лопаты. Это делается для того, чтобы все наши удобрения, что мы добавили, остались в верхних слоях почвы. В каких случаях требуется пересадка свеклы на новое место? Конечно же, при прореживании всходов. Ведь очень жалко выбрасывать молодые растения, если посеянные семена свеклы взошли густо, и тем более из одного семечки вырастает, бывает, по 2-3 ростка. После того, как я перекопал, я обязательно разравниваю землю. У многих возникает вопрос, а допустима пересадка свеклы при прореживании, приживаются ли растения на новом месте? Да, свекла легко переносит пересадку и приживается на новом месте. Теперь обязательно обильно проливаем грядку водой для того, чтобы земля осела и уплотнилась. Всходы прореживают 2 раза при образовании первых 3-4 листочков с расстоянием 3 см в ряду. Но я обычно этот шаг пропускаю. И вот посмотрите, у меня уже здесь буквально 5-6 листочков на некоторых есть. Буду пользоваться я обычной столовой ложкой. Вот как видите, я вытаскиваю одну свеклу прямо вместе с землей, что очень удобно, так свекла быстрее приживается. Расстояние между оставшейся свеклой я держу 6-7 сантиметров. Я это делаю для того, чтобы потом, когда появится у нас молодая свекла, она всегда пригодится на кухню. Теперь делаем с помощью, опять же, ложки небольшое углубление в земле и начинаем уже сюда сажать нашу свеклу, которую мы только что извлекли из той грядки. И вот таким вот образом я пересаживаю всю свеклу. Обязательно руками немножко уплотним землю, чтобы у нас свекла стояла. Как я вам ранее говорил, что бывает из одного семени свеклы вырастают сразу 2-3 растения прям вплотную друг к другу. Тогда просто берите аккуратно руками и просто выдергивайте из земли, ничего страшного, свекла легко приживается, я тоже это уже говорил. Ну и теперь я сажаю уже вторую свеклу. Значит, расстояние между рядами я держу 15 сантиметров при посадке вот этой новой грядки. И расстояние в ряду я держу тоже 15 сантиметров, то есть 15 на 15 сантиметров. После посадки свеклы обязательно ее обильно полейте. Это делается для того, чтобы у нас убрались пустоты возле корней. Желаю вам всем больших хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.